Всем салют! Вы, наверное, уже наслышаны, что Евгений Кузнецов обратился в программу помощи игрокам НХЛ. Предлагаю вместе разобраться, почему Кузнецов попал в эту программу, какие перспективы у него есть, кто из известных игроков уже успешно проходил реабилитацию. Об этом и не только в сегодняшнем видео. Мы начинаем, но перед этим прошу подписаться на канал и поставить лайк, если хотите больше подобного контента. А то больше 90% зрителей этого канала смотрят его без подписки. Что ж, спасибо. А теперь погнали. Евгений Кузнецов родился в Челябинске. Был одним из самых талантливых хоккеистов 1992 года рождения. Зажигал он в КХЛ в составе «Трактора», где за 210 игр набрал 146 очков, 65 голов плюс 81 передачу. Что самое интересное, в МХЛ Евгений успел сыграть всего 17 игр и забросил 14 шайб и отдал 17 голевых передач. Кузя еще в 17-летнем возрасте попал в основу «Трактора», а это говорит о многом. Нельзя не вспомнить о молодежном чемпионате мира, где Кузнецов был просто феноменален. Помню, смотрел МЧМ 2011 и, мягко говоря, удивлялся. Кузнецов был настолько хорош, что выбор Вашингтона в первом раунде под 26-м номером вызвало много недоумения. Казалось, что его очень сильно недооценили. Что подтвердил и сам Евгений, уже в своем втором полноценном сезоне, набрав 79 очков. Дальше больше. Через несколько лет он превзойдет отметку в 100 баллов. За свою карьеру Кузнецов установил множество рекордов. Перечислим самые значимые. Лучший бомбардир среди юниоров в сезоне КХЛ. Золото и попадание в символическую сборную МЧМ 2011. Самый ценный игрок МЧМ 2012. Двукратный чемпион мира на взрослом уровне. Участие в матче звезд КХЛ и НХЛ. Лучший бомбардир плей-офф НХЛ. Обладатель Кубка Стэнли. Многие эксперты и представители СМИ уже несколько лет обсуждают, что происходит с Кузнецовым. И версии всегда звучали самые разнообразные. От усталости от хоккея до нежелания играть у определенного тренера. Почему-то никто даже не заикался о возможности проблем личного или психологического характера. Если смотреть по статистике, то как будто только в прошлом сезоне все пошло не так. Женя отыграл полный сезон, но набрал всего 56 очков с показателем полезности минус 26. А в этом сезоне у Жени вообще всего 17 очков. Такого в карьере челябинской звезды еще не было. По моему мнению, все началось гораздо раньше. Все мы помним ту историю с порошком в 2019 году. Тогда, в конце мая, видео с Кузнецовым, сидящим в номере отеля перед дорожками неизвестного порошка, облетело весь интернет, но не сумело вызвать никакого резонанса. Потому что никто не мог предположить реальную связь между Кузнецовым и какими-либо котиками. Ведь это же наш челябинский Кузя. Простой в общении парень, раздающий веселые интервью и показывающий птичку для дочки после заброшенных шайб. Оказалось, не бред. Допинг-проба Кузнецова, взятая после матча сборной России за бронзовые медали на чемпионате мира 2019 года, дала положительный результат. В ней был обнаружен как раз тот самый препарат. Также на тормозах спустилась информация, что после этой истории Кузнецов индивидуально занимается с психологом. Вот как в летнем интервью прокомментировал это сам Евгений. «Пойти к психологу – одно из лучших решений в моей жизни». Что же с Евгением происходит сейчас? Почему он обратился в программу помощи игрокам? Это отголоски тех проблем из 2019 или что-то новое? Для начала предлагаю узнать, что это за программа такая. Player Assistance Program, PAP, появилась после локаутного сезона в 1996 году, когда НХЛ и профсоюз игроков ужаснулись стремительно растущим количеством людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией, и приняли решение создать совместное предприятие, чтобы предоставить игрокам быструю и качественную помощь. Изначально программа должна была помогать игрокам преодолевать лишь алкогольную и наркотическую зависимость. Однако с середины 1990-х мир успел поменяться, и спектр решаемых проблем существенно расширился. Один из ключевых принципов PAP – практически полная конфиденциальность.
Клубы и лига никогда не информируют третьих лиц о ходе и результатах реабилитации игрока, а также о причинах его решения вступить в программу. В случае с действующими хоккеистами общественность оповещается пресс-службой НХЛ лишь о самом факте вхождения в программу, но зачастую вся подноготная моментально всплывает наружу благодаря инсайдерам и журналистам. Кто из известных игроков уже вступал в эту программу? Из последних это Валерий Нечушкин и Патрик Лайне. Помимо них реабилитацию проходили Кэрри Прайс, Сэм Жерар, Милан Лючиш, Якуб Врана, Конор Ингрэм, который в 23 вообще чуть ли не завершил карьеру, а сейчас один из лучших вратарей сезона НХЛ, благодаря PAP. Пока неизвестно, связано ли участие Кузнецова в этой программе с чем-то психотропным или нет. Давайте сойдемся на том, что в этом случае нужно пользоваться таким юридическим принципом, как презумпция невиновности. Пока не доказали, не будем никого осуждать и уж тем более обвинять. Вообще, хочется отметить, что программа помощи игрокам – один из лучших внехоккейных кейсов за всю историю НХЛ. Игроков не бросают, позволяя им пройти курс, а после возвращения они продолжают приносить пользу лиге. Очевидно, что Евгений будет проходить программу, но срок угадать невозможно. Потому что у нас на руках есть пример защитника Самуэля Жерара, который управился за месяц и теперь играет, как ни в чем не бывало. А есть пример Робина Лехнера, который до сих пор не может выкарабкаться. Как мы можем понять, спад Евгения связан с чем-то личным, далеко не хоккейным. Поэтому о сроках и точных причинах говорить сложно. Только Кузнецов может прояснить эту ситуацию, например, в каком-нибудь из будущих интервью после прохождения программы. Кто знает, может быть, именно мы будем его брать. А касательно спада, нельзя забывать факт, что Кузнецову скоро 32, он уже не мальчик. И немногие хоккеисты в таком возрасте могут поддерживать темп набора очков, как до 30 лет. А Кузнецову остается пожелать, чтобы он решил все свои проблемы, какими бы они ни были. Думается, что публика все еще хочет посмотреть на старого доброго Кузю. Что ж, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите свои комментарии по этому поводу. Всем хоккея и до скорого! Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну, хотя осуждаю.